Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, и это июнь, июль и август 2024. Ну что, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, какие же подводные камни, интересные моменты и возможности поджидают вас в это лето. А сейчас пока пишите в комментариях, какова у вас была эта весна, что случилось, получилось ли вам организовать все те возможности и словить их, да, что вышло из ваших активностей, движений. Или же весна была не особо такой активной, весна была со сложностями и никакого продвижения вы в ней и уж тем более возможности не увидели. Отвечайте в комментариях, буду рада вас послушать. Ну и естественно, я говорю, вы задаете, спрашиваете, пишите свои данные, дата, время, место рождения, если у вас есть свой персональный вопрос. Потому что вы, я надеюсь, понимаете, что на планете 700-800 миллионов дев, все живут по-разному, все разных возрастов, воспитания, силы духа, конечно же, да. И здесь поэтому нет хороших и плохих, и есть только та ситуация, в которой находимся мы каждый. И здесь, естественно, нужно понимать, что я говорю общий гороскоп. А уж как у каждого индивидуально проиграется, зависит от стремлений и движений каждого. Понимаете, да? Поэтому идем вперед. Вы задаете вопросы, если они у вас такие имеются, и разбираемся, каким же все-таки будет лето. Итак, июнь – это финальный месяц, когда Лилит, конечно же, дорогие девы, прогуливается по вашему знаку. Последние 9 месяцев она была в Деве, и здесь история того, что, конечно же, вот эти все внутренние переживания, сомнения, страхи, которые основаны, естественно, на прошлых воплощениях каждого. Здесь история того, что 29 июня наконец-то Лилит покидает ваш знак Девы, уходит в Весы, и здесь вы почувствуете некое, я бы так сказала, облегчение, да, но, конечно же, последние недели июня будут не такими простыми. Итак, что же сложного ожидает, да? Докатываются последние несколько недель, Лилит в Деве, и здесь, конечно же, не просто так она докатывается, в оппозиции с Нептуном, максимально, я бы так сказала, здесь внутренние переживания, эмоции, особенно у тех дев, кто родился в последние 5 дней периода вот этого знака зодиака, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что эмоции будут выходить наружу, будут переживания, будут страхи, сомнения, у кого-то даже иллюзии, поэтому здесь чем трезвее вы будете смотреть на мир, тем будет проще. Да, конечно же, нам хочется надеяться, что как-то проскочит, что все будет хорошо, но, дорогие, вы же реалисты, вы понимаете, в каком мире мы живем, по крайней мере, последние 2 года нам мир всячески показывает, что все то, на что мы рассчитывали, на весь тот оптимистичный мир, который мы себе представляли, он немножко меняется, да. Поэтому, да, дорогие, мы с вами живем в разрушающемся мире, поэтому здесь чем реалистичнее, трезвее вы будете смотреть на мир, на жизнь, на свои возможности, тем проще оно будет получаться. Не скажу, что вот если смотреть на мир трезво, вот сразу становится неинтересно. Нет, или как-то будет еще сложнее. Нет, что проще там в иллюзии в какие-то уходить. Ребят, чем трезвее, тем понятнее, тем понимаете, куда вам еще нужно идти, где доработать, где понять, где что-то освоить, какой-то навык овладеть, и вы понимаете, что на самом деле-то вы хотите. Перестать врать себе, наверное, это самая такая очень мощная история этого лета, потому что не просто так это видео «Лето надежд». У нас с вами следом за уходом Лилит из знака Девы в Весы, да, у нас 30 июня разворачивается Сатурн, который сейчас делает как раз-таки в транзитных картах дев, которые родились во второй декаде,
оппозицию на Солнце. И здесь жизнь всячески показывает, что нужно трудиться, да, то есть вы и так прекрасно без меня понимаете, дорогие, что да, эта история, она приобретает немножко другой масштаб. То есть если вы смотрели полноценный гороскоп на июнь, то вы прекрасно знаете, я это там говорила, что необходимо будет потрудиться, как бы этого не хотелось. Вот хочется, да, оптимистичного, радостного лета. Мне безумно тоже, но личные транзиты, они не дают как бы вот расслабиться, они заставляют попотеть. Скажете мне, так будет всегда? Нет. Уйдет этот аспект, уйдут эти транзиты, и будет хорошо. Вот следующее лето будет лучше, чем это. Лично в вашей транзитной карте. А здесь сейчас необходимо сделать то, что давно не делали. Поэтому здесь, да, девы второй декады необходимо будет потрудиться. Девы третьей декады проходят эмоциональный, я бы так сказала, скачок, внутренние переживания, амбиции в конце июня, начало июля. Почему так? Потому что 29 июня уходит Лилит, 30 июня у нас разворачивается Сатурн, 3 июля у нас разворачивается Нептун. И все эти, то есть две планеты, это Лилит, фиктивная, да, точка, это история того, что как раз таки вот эти 2 недели, они будут максимально эмоциональны. Ребят, что касается у нас полнолуния в июне и летнего солнцестояния, ну да, дорогие девы, будет не такой сложный денечки. 20-21 июня у нас летнее солнцестояние. Почему две даты? В западном полушарии это 20-е, в восточном полушарии это 21-е. Все просто зависит от того, где вы проживаете и как это будет влиять на вас. Да, будет эмоционально, да, будет сложновато. Вот все то, про что я говорила, я бы сказала, начнется отсчет с летнего солнцестояния 22 июня, следом за солнцестоянием, конечно же, у нас история начинает работать, потому что это полнолуние у нас будет в Козероге. Полнолуние в Козероге вообще ни разу никогда не было простым. И здесь история, конечно же, дорогие мои, понимаете, прочувствуют максимально девы третьей декады, что здесь история, чего я добился, чего я достиг, не просто в карьере, но еще и в личной жизни, в семейной жизни, в отношениях, в эмоциях. И будет такое небольшое, я бы так сказала, разочарование, но я не хочу, чтобы вот оно было, знаете, ребят, здесь, вот как я всегда говорю, да, событие всегда зависит от того, хорошее оно или плохое, как мы на него настраиваемся, потому что 80% события, да, вариативности событий зависит от нашего эмоционального интеллекта. Насколько мы можем психологически те или иные трудности жизненные переживать. То есть если мы понимаем, что так, да, мы в полнолуние поймем, что вот мы разочаровались, что мы вот как-то вот трезво посмотрим на жизнь и скажем, что она у нас не такая, какой мы стремились и шли, тогда, да, ребят, нет ничего в этом такого, все понятно, все отлично, идем дальше. Значит, надо стремиться к тому, что на самом деле хочется, да. И вот эта вот история, которая вот уходить в депрессию легко захочется, потому что с полнолуния начнется как раз вот это вот действие, и Лилит уходящая, и Нептуна, захочется, конечно, начать себе жалеть, в депрессию. Нет никакой особенно здесь радости сидеть и депрессовать, чтобы кто-то пожалел, нет. Особенно для вас, дорогие девы, история такая, знаете. Поэтому здесь трезво посмотрели, так, не то, что я рассчитывала, или рассчитывал, не то, куда шел. Окей, хочу вот так, значит, буду делать немножко по-другому, для того, чтобы прийти к тому результату, который мне нужен. Вот и все. Трезво смотрите, не без каких-либо надежд, депрессии или тем более зависимости, потому что Нептун, конечно же, дает зависимости. Вот здесь прикреплю видео Нептун в натальной карте, потому что у каждого из нас Нептун в натальных картах находится в разных местах. Управляет совершенно, у кого-то это мужья, у кого-то это дети, у кого-то это любовники, у кого-то это большие деньги, да, у кого-то это друзья. Поэтому здесь, ребята, да, за что управляет Нептун в вашей натальной карте, конечно же, эти истории будут максимально больше давать такой, я бы сказала, выводить из баланса. Поэтому здесь история того, что
все эти сложности, которые у нас будут в это лето, они начинаются как раз-таки вот с этого полнолуния 22 июня и начинается потихонечку. Ингрессия Лилит в Весы, то есть уход ее из Девы, это такая история тоже эмоционально, с фобиями. Разворот Сатурна, разворот Нептуна. Идем дальше. Июль. Июль, хотелось бы сказать, что такой будет немножко радостный, веселенький, но здесь тоже есть свои подводные камни, потому что у нас новолуние 6 июля, оно будет у нас в Раке. И здесь история, конечно же, про то, что хочется сказать, что будет такой вот месяц не совсем сложный, не совсем напряженный. Эмоции будут хорошо, если построить карту на именно этот день, то вообще, в принципе, можно ничего плохого не говорить про этот месяц, да. Но у нас, как обычно, ребят, сказка ложь, да в ней намек. И здесь, конечно же, новолуние, день, который я бы советовала максимально отдохнуть, расслабиться. Аспекты на небе на самом-то деле хорошие, прекрасные. При этом у нас на небе еще все вот эта вот история, да, которая длится с начала июля и первая его неделя. У нас тут Меркурий в оппозиции с Плутоном, и здесь история про то, что внутреннее состояние будет немножко штормить. Ну как, прекрасная неделя для того, чтобы защищать знания, что-то такое сложное, тяжелое изучать, обучать, да, сдавать экзамены в том числе. Эмоций будет очень много, внутренняя сила духа тоже будет, потому что Плутон дает вот эту вот силу и мощь, стойкость, выдержку Меркурию. И здесь, ребят, понимаете, что Меркурий, пожалуй, это планета единственная из всех, которая любит напряжение. Ну, вот так, знаете, повелось, что мы с вами все, неважно, гениальный это человек, умный или это среднего ума человек, да, мы все учимся, когда нас обстоятельства толкают в спину, когда нас что-то заставляет. Ну вот такая вот эта планета, да, Меркурий, планета, которая бы особо, ну вот так вот тусовалась бы, где-то была, разъезжала, каталась. А так вот мы учимся, когда вот нас обстоятельства, да, заставляют. Поэтому здесь прекрасно будут складываться обстоятельства. Все те, кто будут учиться, прекрасное для этого время. Но что у нас идет следом? 6 июля, рассказала, у нас полнолуние, хороший прекрасный день, где можно расслабиться, отдохнуть на самом-то деле. Но у нас, как обычно по классике, не бывает просто так, да. Не скажу я на основании новолуния, что у нас будет теплый, душевный, радостный месяц вообще в принципе, да, лунный цикл вообще нет. Ребят, 7 июля у нас включается, срабатывает на небе оппозиция Венера-Плутон. Про что Венера-Плутон? Венера-Плутон это про деньги, Венера-Плутон это про отношения, про любовь, про выяснение отношений, про то, что кто-то в отношениях прав или не прав, про то, что хочется подмять партнера под себя, сделать как хочется нам. При этом у нас начинает также съезжаться в этот день с 7 июля Марс в соединении с Ураном в Тельце. И здесь история, знаете, я бы сказала про то, что вот это хорошая такая партия к Венере Плутону, да, то есть здесь два варианта развития событий. Можно на этой истории, а так как Венера у нас еще сейчас в Раке, да, то здесь история про личную, любовную, семейную жизнь, про отношения однозначно, про то, что они не такие, как нам бы хотелось, и как раз-таки все вопросы, которые можно уладить, они здесь. Плюсом накладывается здесь еще, конечно же, работа, уровень нашего благосостояния, достатка и тому подобное. Поэтому, да, будет остро стоять вопрос о том, кто мы, с каким человеком мы идем по жизни. И, конечно же, всегда Венера-Плутон – это история про то, что мы выбрали себе не того партнера, что надо от этого партнера уходить. Получится очень легко и быстро, кстати, уйти. Но фишка заключается в том, что это вот такая ловушка, которая встретится снова в новых отношениях. Потому что Венера-Плутон – это аспект вообще в принципе отличного, классного брака и больших денег. Вот все бизнесмены, которых вы знаете, мировые известные, да, вот вы у всех у них найдете Венера-Плутон аспект. Пусть он будет гармоничный, либо же он будет напряженный, либо же это будет Венера в соединении с Плутоном. То есть я когда открываю такие натальные карты и вижу аспект,
и мне говорят, вот я зайка, а вот у меня там муж там, или жена просто все нервы мне съели. И здесь история того, что открываю натальные карты обоих партнеров, понимаю, что просто люди одинаковые. То есть они хотят одного и того же, но не могут объясниться. И здесь история того, что не могут себе признаться, чего они на самом деле хотят. А хотят много, и страшно про это кому-то сказать, ну потому что в каждом вот таком успешном, вот таком реализованном, таком вот активном взрослом сидит на самом деле маленький ребенок, которому страшно, что его не поймут. Но это правда. И здесь просто понимайте, разговаривайте со своим партнером, понимаете, чего вы хотите, и тогда на этом аспекте вы не разойдетесь. Особенно если вас связывают года совместной жизни, дети, имущество и тому подобное, и вам, в принципе, в отношениях в этих хорошо. Поэтому здесь разговаривайте, уходите в сложное, говорите, чего вы хотите. Я уверена, что партнер вам скажет, да я то же самое хочу. Просто здесь не нужно бороться за власть и воевать друг с другом. Венера, Плутон – это аспект, когда партнеры воюют с друг другом. Либо на словах, либо эмоционально, либо кулаками. И такое тоже бывает. Поэтому здесь не воюйте друг с другом, воюйте со всем миром ради своего выживания вместе, потому что брак – это как цепочка в социальной иерархии, которая была создана для того, чтобы люди, когда женятся, выживали вместе. Поэтому, ребята, здесь с 7 по 18 июля у нас двойное комбо. Венера, Плутон и Марс, Уран, которые говорят, что можно классно в этих отношениях подняться, найти вот эту точку опоры, которая перевернет ваш брак, ваши отношения, вы пойдете наверх. Либо же можно расстаться, можно уйти с работы, можно уйти из этих отношений, но так, как говорится, ничего и не поняв, да. И когда вы в следующий раз захотите построить те самые отношения, в которых у вас будет и финансов достаточно, и понимания, и уважения, и статусности, да, у обоих, тогда, конечно же, снова, опять же, эти истории будут появляться для того, чтобы разрешить эту ситуацию, с которой вы родились. Это заложены аспекты с натальных карт, которые передались по наследству. Естественно, у родителей были похожие аспекты, теперь они у вас. И это говорит о том, что генофонд очень классно сработал для того, чтобы вы в прямом таки смысле работали и шли наверх. Но для этого необходимо разговаривать, ребята, быть честными. Я еще раз говорю, у меня это видео названо «Лето надежд», но вообще это лето максимально про честность. Вот если быть честным перед самим собой, вот не впадать в иллюзии, не рисовать себе оголделый оптимизм, а реально вот решать задачи, вопросы, проблемы, которые есть, тогда оно будет идти хорошо, потому что в июле все будет хорошо. И Сатурн делает классный и секстиль, и трин к Венере, и к Марсу. То есть ситуации, вот идете вы на разговор, они будут решаться. И тогда, да, тогда с 18 июля вы не будете предаваться депрессиям, каким-то другим моментам, сложностям, потому что там дальше идут другие совершенно аспекты. Вы будете понимать, какую работу вы проделали над собой. Естественно, вы переключитесь на работу и начнете зарабатывать деньги. Это такие очень классные трансформируемые аспекты, которые мы всегда переносим из сложностей в те сложности материальные, которые нам нужны. Итак, с 18 июля начинает разъезжаться Марс-Уран, уже перестанет действовать Венера, Плутон, и у нас, конечно же, что? У нас, естественно, полнолуние. 21 июля полнолуние, и замечу, дорогие, оно у нас тоже в Козероге. Это два полнолуния в это лето, которые у нас в Козероге. И полнолуния у нас будут. Луна будет в соединении с Плутоном. Что же здесь хорошего, что же здесь плохого? Хорошего того, что эта история получится многим девам все-таки разрулиться. То есть аспекты на то, я не скажу, что прям будет все очень плохо, нет. Аспекты все-таки складываются на то, что у вас получится благоприятно, получится хорошо. Но здесь история, конечно же, если вы не разойдетесь, это будет прям очень классно. Я прям буду очень рада, что у вас получилось, потому что и Марс, в принципе, с Ураном тоже буду делать классные аспекты девам. Конечно же, у нас в это лето больше всего будут работать, понимать всю сложность ситуации девы второй и третьей декады. Если я не говорю про дев первой декады, это не говорит о том, ребят, что я вас не люблю или как-то обделяю. Нет, просто у вас
в транзитных картах не складываются эти аспекты. Если вы хотите узнать, как именно на вас будет влиять, задавайте вопросы своими данными натальной карты. Я отвечу, как именно на вас повлияет, да? Потому что у меня не видно здесь в астропроцессоре, как именно повлияет на Дев первой декады. Ну, не складываются аспекты, да, то есть если к личным, к вашим домам складывается, но это все зависит от времени рождения каждого из вас. Поэтому, ребята, вот такая логика, ни капли злого умысла, да. Рассказываю просто четко, чтобы не балаболить того, чего на самом деле нет. Итак, идем дальше. 21 июля, в принципе, полнолуние в Козероге, Луна в соединении с Плутоном, получится хорошо. На небе такой большой тринчик, который и Плутон даже, и Уран будет вам, я бы так сказала, дорогие девы, помогать решить ситуации. Поэтому здесь ускоряйтесь, поднимайтесь в работу, в карьеру, в движение. Будет вот этот вот трины эти классные, они как раз-таки на ваше транзитное, натальное солнце будут в транзитах очень классно влиять. Вы почувствуете себя, я бы так сказала, таким Наполеоном. Но здесь без гордыни, здесь абсолютно такие классные аспекты, которые вам скажут, у вас будет ощущение, надо что-то внедрять, надо что-то запустить, надо что-то сделать. И здесь делайте. Не сидите на месте, чем больше сможете сделать, потому что, да, есть аспекты, конечно же, сложные, но кто сказал, что будет вообще легко? Конечно же, мы настраиваемся по большей части на легкость, на позитив, но, девы, мне кажется, вы и так уже в жизни поняли, что все дается трудом, и это такая история закономерностей, да. Поэтому, конечно же, будет ощущение внедряйте, делайте, аспекты у вас будут хорошие. Не скажу, что сидеть нужно на месте и это время пропускать, ни в коем случае. И идем дальше. Что касается любовной сферы отношений, то здесь, конечно же, у нас сразу после полнолуния начинает съезжаться квадратура Венера-Уран, на самом-то деле, да, начинает съезжаться к 1 августу, плюс-минус 3 дня. И здесь история того, что Венера-Уран – это у нас всегда аспект разводов. Аспект разводов, естественно, аспект потери, неожиданной потери финансов. Все зависит от эмоционального состояния каждого, потому что у кого-то может вообще, в принципе, даже не проиграться. Здесь история того, что если ваши отношения не прекрасны, это, понимаете, будет немножко штормить, но такая история. Все те, кто захочет мне прийти и сказать, вот мой партнер негодяй, я больше так не могу, я хочу нового партнера, ребята, надо разобраться, почему. Почему с этим партнером что-то не так? Вы же его выбрали, ее, без разницы, да? Почему резко вдруг что-то стало не так? Возможно, человек вас как-то триггерит и открывает какие-то такие грани, которые вы не очень хотите открывать, но открывать их необходимо для того, чтобы подниматься и идти в рост. Итак, после этого чудесного аспекта у нас с вами, я бы так сказала, история. Новолуние во Льве, 4 августа. И если построить натальную карту на этот день, то прекрасный, добрый, отличный денек. Кроме как Венера, Урана, ничего не отягощало бы этот месяц. Но у нас, как обычно, история интересная. В последние часы новолуние у нас, как и полнолуние, длится сутки. В последние часы новолуния у нас включается с 5 августа ретроградный Меркурий. И здесь, мои дорогие, история про то, что ретроградный Меркурий у нас продлится с 5 по 28 августа. Да, и скажу так, что Меркурий ретроградный до 15, то есть с 5 по 15 августа будет находиться в Деве. И эта история, которая вот здесь вам, я бы сказала, она даже поможет. Особенно поможет тем девам, кто что-то учит, сдает экзамены, где требует внимательность. То есть это время, эти 10 дней будут для вас, я бы так сказала, благоприятны, потому что Меркурий, когда в Деве, он такой более собранный, расчетливый, понимающий, адекватный, нет вот такого рассеянного, да, состояния. И здесь история еще того, что у нас не будет просто так ретроградный Меркурий, он еще будет в
квадратуре с Ураном. Собственно, уже говорила, Меркурий – это планета, которая любит напряжение. И здесь очень хорошо до 15 августа. Хорошее время сдавать экзамены, защищать свои знания. Даже за рулем можно экзамен сдавать, да, по вождению. Хорошо будет чувствоваться за рулем в том числе, потому что вот знак Девы заземляет Меркурий, он такой собранный, да, несмотря на то, что ретроградный. Но понимаете, люди вокруг могут настолько не быть собранными. С 15 по 28 августа история того, что ретромерк перейдет в знак Льва, и здесь история уже не будет такой собранной, здесь история будет, я бы так сказала, оголделого оптимизма, когда захочется вот быть вот таким вот праздным, вот таким вот легким, вот таким беспечным. И здесь история, будьте, пожалуйста, повнимательнее, потому что еще во Льве эта история будет сопровождаться квадратурой с Ураном. Действие захочется делать резкий, захочется менять жизнь, захочется не отвечать ни за что, быть безответственными. Такая история, знаете, с подвохом. Поэтому, да, плюсом у нас еще, ой, хотела бы сказать, что будет легкий август, но август он на самом-то деле вообще самый сложный из всех месяцев этого лета. И здесь, конечно же, история про то, что у нас с 13 до августа, даже пораньше на несколько дней, начинает съезжаться Марс, Юпитер, это соединение в Близнецах. И здесь история, конечно же, дорогие мои любимые девы, которые здесь как раз-таки, да, девы, естественно, опять второй декады, где гордыня будет не отпускать, где будут эмоции, которые будут выходить наружу, где захочется обвинить всех во всем. Сложный месяц, сложный последние вот 3 недели месяца, потому что, ну вот если вот так вот это сказать, начнет накатывать уже числа с 10-го, и история того, что вот хочется легкости, да, хочется вот в отношениях вот той стабильности, а стабильность необходимо будет организовывать самим, да. С 10 августа начнет уже работать, точный аспект там 13-14 до августа. И эта история про то, что здесь не просто у нас, я бы так сказала, да, история Марс в соединении с Юпитером, да, которые бьют в квадратуре и знак Дев, особенно тех дев, которые, ну, родились, это вторая декада. Там же находится Венера на данный момент, да, августа. Здесь, конечно же, еще Сатурн будет давать оппозицию той самой Венере, которая находится в Деве. И здесь история того, что захочется тратить много денег, захочется вот прям гордость на показ, захочется прихвастнуть своими какими-то доблестями, своими какими-то моментами жизни, как-то вот выделить себя, да. Ловушка, ребят, просто понимаете, захочется пылить, захочется поругаться, да. Конечно же, скажу такие неинтересные вещи. Нужно будет, да, что поможет в августе, я бы так сказала, последние 2 недели августа, они, ну, максимально сложноватые, потому что здесь, когда вы помните, август в своей жизни был легким, вообще, в принципе, плюс еще мировые события, естественно, будут накладывать фон, и здесь, ребят, просто понимаете, что ваша жизнь находится в ваших руках, и, естественно, вот это все будет съезжаться до у нас полнолуние 19-20 августа, полнолуние в Водолее, в западном полушарии 19, в восточном уже 20. Все это добро будет стягиваться неделю, ну такое, да, сложности, вот эти все трудности, когда захочется все бросить работу, бросить личную жизнь, бросить вообще трудности, потому что вот этот Сатурн, да, который делает квадратуру к Марсу и Юпитеру и оппозицию к Венере, это про то, что необходимо вот эти вот сферы своей жизни, за что у вас отвечает Юпитер, да, в натальной карте у всех по-разному, естественно, но Юпитер в целом отвечает за социальный статус, за мудрость, у кого-то за карьеру даже, да, и Венера у всех отвечает за деньги, за личную жизнь, у всех. Марс отвечает у всех за деньги и умение в кризисах бороться, то есть в сложных каких-то ситуациях, которые случаются, когда мы их не запланировали.
И здесь история того, что вот этот вот Сатурн, да, он заставляет трудиться. То есть вот здесь как бы остановиться, зависнуть в этом моменте и его начать решать. Мы все не любим эти моменты. Честно скажу, неважно какого знака зодиака, мы все не любим углубляться в проблемы и в сложность. Но, ребята, порой для того, чтобы что-то решить, нужно прям в какую-то задачу вникнуть. И здесь, конечно же, еще и полнолуние будет в Водолее, когда захочется все резко бросить, уйти, сказать: так, я устал, я ухожу. На самом деле все это понятно. Но, ребята, вот это добро еще недельку затормозит. Конечно же, здесь я про что? Я про то, что говорить, я про то, чтобы не просто выяснять отношения, а делать именно что-то с чем-то, что мешает жизни. Если вам не нравится ваша работа, ваши финансы, понимайте, почему у вас случилась такая ситуация. Потому что, понимаете, да, много вариативности вот этой истории. Не могу в общем гороскопе рассказать, что у всех это именно вот так, потому что у нас у всех планеты отвечают за разные дома, за разные истории и ситуации. Поэтому здесь вот такая история. В личной жизни понимаете, почему ваша личная жизнь не такая приятная, теплая, без обнимашек, без взаимопонимания, без уважения, без статуса, без того уровня достатка, там ваша семейная жизнь, да. Здесь тоже это понимаете. Ваше самоудовлетворение по жизни, оно вам вообще нравится, вы вообще счастливы всем то, что у вас есть. Если нет, понимаете почему? Ну, потому что все действия, которые были совершены ранее, привели к такому результату. Вывод: надо начать делать что-то по-другому. И как раз таки, да, вот конец лета это будет тем моментом рухнувших надежд, которые мы порой надеемся и думаем, что как-то вот оно получится, как-то оно срастется. И здесь, понимаете, мои дорогие, что получится и срастется только если мы будем что-то делать. Не скажу вам какой-то оголделый оптимизм, что все сложится хорошо, потому что Юпитер, ну как-то вот оно само собой без труда, да, без нашего участия. Нет, ребят, надо потрудиться, надо поучаствовать, потому что Юпитер здесь делает квадратуру в ваш знак, и здесь просто нужно понимать, что вот такой вот удачи и фарта не будет, да. Необходимо все-таки потрудиться, потому что Сатурн, вот он очень активный, особенно для тех дев, кто родился во второй декаде. Поэтому, да, мои дорогие, вот такая история, как там пишут мне. Вот такой расклад, не расклад, а расчет астрологической программы. Забегая немножко вперед, у нас с вами 1 сентября разворачивается, да, Уран, планета, которая делает ваш знак сейчас тринат, особенно тем девам, которые родились в последней декаде. И здесь история того, что как раз-таки, ребята, понимаете, что те истории, которые вы не доделали летом, вы будете их доделывать осенью. Но осенью у нас еще коридор затмений, да. И большинство планет будет в ретроградном движении, и это будет отягощать легкость той ситуации. Поэтому еще раз говорю, все вопросы, которые вы хотите уладить, делайте летом. Следом у нас разворачивается, он уже развернулся, но он в переходе, да, со 2 сентября Плутон меняет знак с Водолея на Козерога. И, конечно же, поштормит дев последней декады. В ваших личных транзитных картах Плутон будет делать, я бы сказала, трин к вашему натальному Солнцу. И все те, кто не справляется с вот такой мощной энергией Плутона, несмотря на то, что это гармоничный аспект, будет вот внутреннее вроде понимание, что все должно быть хорошо, но от количества эмоций, от количества вот этой энергии можете не справиться. Поэтому понимайте, что конец лета будет ждать от вас того самого движения наверх, брать те горизонты, на которые вы раньше не рассчитывали, не планировали или боялись. Нет ничего в этом сложного. Да, конечно, это сложно, это страшновато. Плутон всегда дает такую внутреннюю эмоциональную такую чуйку, когда страшно, когда мы понимаем, что это, возможно, это чуточку не для нас или мы не готовы. Ребят, ну когда еще? Последнее возвращение Плутона, и здесь потом от него можно ждать только напряженный аспект, понимаете, да? А сейчас, раз это гармонично, который дает силу, да, если вы в этот момент запланировали, я не знаю, где-то отдыхать и расслабляться, но это, конечно, как бы классно, но я бы все-таки предложила вам переформировать свои силы в работу, в трансформацию, в подъем, в свой как раз-таки в социальной иерархии
для того, чтобы потом ваша жизнь стала той, какой вы себе ее явно хотите. Она непростая эта жизнь, легкая, которую вы себе запланировали. Истинные девы всегда усложняются, всегда просчитывают, всегда идут туда, куда надо. И да, дорогие, потом у нас будет сентябрь. Сентябрь немножко не такой энергичный, но все-таки заставит тоже потрудиться. Да, дорогие, вот такой у меня гороскоп на это лето. Есть моменты, когда хорошо бы и отдохнуть, и расслабиться. Конечно же, июнь – это самый простой месяц, июль уже такая подготовка, и август, я бы сказала, месяц сложноватый, который требует от нас концентрации. У нас всегда-то, когда на небе ретроградный Меркурий и наша концентрация внимания, хочется уже расслабиться, да, у нас всегда сложные моменты, аспекты. Ребят, вот так повелось. Звездами Вселенной задумано так, и я лишь рассказываю, что у меня есть в программе, как это влияет на каждого из нас, потому что мы все на самом деле настолько разные. У нас такой комплекс вообще планет, у каждого работают они по-разному, поэтому здесь, естественно, понимаете, что погрешность любого гороскопа она тоже будет. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. На фоне других гороскопов скажу, что у дев не самый плохой, не самый сложный, не самый мудренный. Девам проще, потому что девы по основной своей массе реалистичные. И здесь, конечно же, не разобьются ваши глаза в надеждах, ваши надежды не разобьются в конце этого лета. Поэтому, дорогие мои, дерзайте, усложняйтесь и понимайте, что если ваш принцип по жизни трудиться, это на самом деле так и есть. Пока Сатурн идет по рыбам, он будет делать, естественно, вот эту самую оппозицию. Ну, потому что девы первой декады это прожили уже в прошлом году, когда Сатурн разгонялся, и у вас, да, было ощущение трудиться, постоянно трудиться, и вы думаете, почему так сложно? Вот пришла пора дев второй декады. После Нового года придет пора дев третьей декады, когда Сатурн будет проверять на прочность, и это неплохо, я вам так скажу, ребят. Это говорит о том, что нужно повышать свой социальный статус, профессионализм, усложняться в работе и брать новые высоты. Вот такая история. Ребят, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца. В конце видео, естественно, ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. И я желаю вам хорошего лета, для того, чтобы оно было не просто оголделым, для того, чтобы оно у вас было продуктивным, да. И здесь, конечно же, каждый сам понимает, во что он вкладывает свою продуктивность. Ребята, я с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.